Привет, друзья! Рада видеть вас на моем канале. В этом видео я покажу вам свои раскрашенные работы за неделю, также свои работы, которые я нарисовала, и немного свое другое хобби– это эпоксидная смола. Надеюсь, вам будет интересно. Давайте начинать. Первая работа у меня в книге Ханна Карлсон «Времена года». И здесь я раскрасила вот эту иллюстрацию с мухоморами. Это такая осенняя иллюстрация. Тут идет дождик. И, в общем, идеальная иллюстрация для раскрашивания осенью. Раскрасила я ее карандашами Vista Artista Intense. И добавила еще после завершения работы карандашами белую гуашь, которой я покрасила капельки дождя и также мухоморы, пятнышки на мухоморах. И получилась такая, ну, конечно, не скажу, что это супер-пупер иллюстрация, но, по крайней мере, достаточно неплохая. И главное, что еще одна страничка в книге Ханны Карлсон у меня закончена. Вообще эту иллюстрацию я раскрашивала для марафона Ольги Рани на тему медальон. Здесь у зверька медальон на шее, как видите, но я забыла ее отправить вовремя. И не знаю, попадет ли она в марафон, но в любом случае вот такая вот работа у меня получилась. И следующая раскраска, которую я смогла пораскрашивать, это спиральная раскраска Wednesday. Здесь я раскрасила вот этого персонажа, Юджина, очень приятный персонаж, позитивный. И раскрасила я его ручкой, линером. Получилось довольно симпатично и аккуратно. Ну, все, что еще про эту работу сказать. В спиральной раскраске этой всегда получаются интересные и красивые портреты. Дальше я хочу поделиться с вами своими успехами, так скажем, в рисовании. Я сделала вот такой эскиз с помощью масляной пастели от Faber-Castell. Здесь вот пончики и такая уютная композиция, чашка кофе. В принципе, мне нравится эта работа. И я снимала процесс на камеру, но поставила сразу телефон в режим ускоренной съемки. Поэтому видео с процессом получилось очень коротким, тем не менее я вам его покажу. Ну вот, как-то так получилось. Я получила удовольствие от процесса. Очень приятно было рисовать такую милую работу и съедобную. Так что пишите в комментариях, как вам и любите ли вы масляную пастель. Мне очень нравится ей работать и делать вот такие вот эскизы в скетчбуке. Также масляной пастелью я сделала еще один такой эскиз, скетч. Тут у меня физалис, это растение так называется, мне это растение очень нравится. Я как-то проходила мимо дома и увидела в саду растущее это растение. Как раз осенью оно превращается, ну, его плоды превращаются вот в такие как бы фонарики оранжевые, очень красиво смотрится, и мне захотелось нарисовать. И я нарисовала вот такой вот небольшой, простой и быстрый скетч. Масляная пастель идеально подходит для таких быстрых скетчей, и получилась такая осенняя атмосфера. Так что мне очень нравится и само растение, и рисовать его. Так что вот такие работы за эту неделю у меня получились. Я очень надеюсь, что вам было интересно на них посмотреть. И я дальше покажу вам свои успехи в использовании эпоксидной смолы для украшений. Я на этой неделе делала сережки. Я заказала в магазине Озон вот такие вот заготовочки и заказала 2 штуки, поскольку там в упаковке 10 штук и все разные формы. Соответственно, я заказала 2 упаковки, чтобы сделать парные сережки. И для первого этапа я наклеила на картон обычный скотч.
положила эти формочки и залила небольшое количество смолы, так чтобы форма приклеилась к скотчу. Ни в коем случае нельзя заливать сразу много, иначе она протечет. После того, как смола слегка застыла, я уже начала выкладывать композиции из цветочков поверх вот этого небольшого количества смолы. У меня тут такие осенние листочки, и здесь тоже осенние листочки, и плюс засушенные цветы. К сожалению, смола протекла вот в этих прямоугольных формочках с желтыми листочками, а в остальные формы я уже положила намного меньше смолы и жду, когда она затвердеет. Также у меня есть вот такие вот маленькие заготовочки, которые были в наборе для эпоксидной смолы. И я добавила в желтые сережки маленьких божьих коровок. Мне кажется, будет неплохо смотреться. В сережки-ромбики я думала добавить вот этих пчел, но они как-то смешно смотрятся. Если божьи коровки еще нормально, то пчелы как-то не очень. Итак, вот я уже положила в сердечки свои заготовочки, сушеные цветы, листочки, создала такую композицию. И здесь я добавила желтые цветы. И по бокам у меня цветочки от клевера. Соцветия клевера я разобрала, и получились вот такие вот аккуратненькие фиолетовые цветы. И таким образом я заполнила все формы и залила их смолой. Как видите, форма с сердечком протекла. Когда я залила ее до конца, то я переборщила. По неопытности такое случается. Я надеюсь, что у меня получится вытащить эту форму в итоге и удалить лишнюю смолу. Но сейчас в любом случае я жду, пока все застынет, потому что в мокром виде я не могу ничего сделать. К счастью, остальные формы не протекли, и я думаю, что остальные сережки должны получиться неплохо. Итак, пришел момент для того, чтобы формы снять с картона. Они уже застыли. Прошло 24 часа с момента заливки. То сердечко, где смола протекла, я подождала некоторое время, когда смола еще не до конца застынет, и вытерла ее салфеткой, постаралась аккуратно убрать зубочисткой. Так что надеюсь, что все будет хорошо. И сейчас я буду отделять сережки от основы и показывать вам, что же получилось. Вот в этих желтых сережках у меня получилось, что цветок слегка торчит из-под смолы, то есть он был слишком объемный и недостаточно было смолы, чтобы полностью его закрыть. Но я думаю, что возможно будет этот момент исправить, если я сверху покрою эту сережку еще одним слоем смолы. И таким образом уберу вот эти вот вылезшие как бы части цветочка. В некоторых моментах смола все-таки протекла по контуру формы, но это небольшие такие подтеки, которые можно легко срезать ножом уже в твердом виде, и изделие получается достаточно аккуратным.
При работе с вот такими контурными заготовками для себя я сделала выводы, что это намного сложнее, чем заливать силиконовую форму, поскольку очень сложно управлять смолой, и она все-таки вытекает за края. Особенно сложно понять то идеальное количество смолы, которое в эту форму влезет, и будет небольшая линза, как бы выпуклость на поверхности, но при этом смола не протечет. А также сложно очень, чтобы смола не протекла сразу, когда вот заливаешь вначале маленькое количество, поскольку форма может не идеально ровно лежать на поверхности, то, соответственно, эта смола вытекает слегка. И вот такие вот моменты нужно подрезать ножом уже после высыхания. Это не сложно, это делается достаточно легко, но нужно быть аккуратными обязательно при работе с ножом, чтобы не порезаться и чтобы вот максимально аккуратно и без вреда для изделия отрезать вот эти вот вытекшие кусочки смолы. Вот в эти заготовки я положила лепесточки одного из цветов, которых я высушивала в соли, но при заливке они слегка дали зеленый оттенок, и, возможно, это произошло из-за того, что они были не до конца досушенными, поскольку если в смолу попадает вот не до конца высушенный цветок или там лепесточек, то смола может окраситься в зеленый цвет. Получается реакция с водой, с влагой. И это, конечно, плохо, но пока что вот эти сережки выглядят достаточно хорошо все равно с лепестками. И посмотрим, что с ними будет дальше. Нужно понаблюдать. Хорошо, что остальные цветы и лепесточки были полностью сухими, и нигде больше такого эффекта не было. При заливке вот этих прямоугольных сережек у меня сразу вытекло какое-то количество смолы, и я надеюсь, у меня получится это все ножом подрезать, отрезать. А вот эти сережки-ромбики получились очень даже симпатично. Да, здесь есть вытекшая смола, но я думаю, что я легко ее удалю. Сами по себе сережки и вот эти лепесточки в них мне очень нравится, как получились. И также здесь немножко торчит цветок из-под смолы. И я тоже думаю, что эти сережки у меня получится покрыть еще одним слоем смолы для того, чтобы выровнять поверхность. И самое обидное, это то, что у меня смола протекла вот в этих сережках, сердечках, поскольку мне эти сердечки очень нравились. Но я успела, когда смола не до конца высохла, подтереть ее салфеткой, и поэтому смола легко отделилась. А вот остатки, которые затекли в крючок, вот эту круглую штуку, в которую нужно будет вставлять швензы, я все-таки надеюсь, что у меня получится эту смолу оттуда вынуть с помощью ножа, и я вам покажу, что в итоге получится. И как видите, эти сердечки получились слегка разными по толщине, поскольку первое сердечко хорошо залилось и получилась такая небольшая выпуклость, небольшая линза на поверхности, а вот второе получилось плоским.
И смолы у меня осталось буквально несколько капелек. Я ее вот так перевернула, чтобы она стекла к крышке и чтобы можно было ей воспользоваться. Соответственно, вот это небольшое количество смолы я размешала и залила сверху вот эти формочки, которые у меня оставались, еще раз. И злополучное сердечко снова протекло. Не знаю, что с ним не так. Может быть, это форма такая, что смола стремится к идеальной форме круга, а вот именно сверху в сердечке она протекает. Остальные формы не протекли. И посмотрю, что же получится, когда это все высохнет. Итак, все заготовки у меня высохли, все сережки готовы. Я их почистила, удалила лишнее ножом, все аккуратно сделала. Даже те сердечки, которые протекли, я смогла почистить, я смогла удалить лишнюю смолу ножом. Да, пришлось повозиться, я очень долго ковырялась, очень долго срезала лишнее, но в итоге получилось достаточно неплохо и достаточно красивые сережки, я так думаю. Так что я буду ставить швензы на абсолютно все сережки. И думаю, что должно получиться очень красиво. И не зря все-таки я мучилась. Все-таки делать сережки из вот этих заготовок намного сложнее. Я думаю, что я в следующий раз снова буду заливать уже в силиконовые формы. А также, пока я делала эти сережки, я поняла, что мне очень сильно не хватает специального мерного стаканчика для эпоксидной смолы. Именно силиконового стаканчика с отделениями, потому что мои весы кухонные плохо справлялись с тем, чтобы взвесить смолу, и получалось у меня, что я буквально ее на глаз замешивала. Но, к счастью, все хорошо затвердело, смола идеально затвердела, она очень прозрачная, очень чистая, пузырьков практически нет, чему я очень рада. И для второй заливки я считаю это неплохой результат. Так что вы можете видеть готовые изделия. Все очень симпатично, очень красиво. Какие-то мелкие недостатки, такие то, что смола протекала, и я удаляла это ножом. Это все незаметно, и человек, который не в курсе, никогда об этом не догадается. Вот в этих желтых капельках даже после второй заливки осталась слегка как бы неровность там, где цветок был недостаточно плоским, он был выпуклым, и на одном из лепесточков как бы осталась неровность, но это все покрыто смолой при этом, и это не так уж сильно заметно, только при определенном ракурсе и при определенном угле. И, конечно, если проводить пальцем, то это заметно. Но в целом сережки выглядят симпатично, и мне они очень даже нравятся. Так что я думаю, что я уже оставлю их в таком виде.
нравятся вот эти сережки-прямоугольнички. Они очень симпатично получились. Они такие осенние, но в то же время очень веселые, с божьими коровками. Такие, я бы сказала, осенне-летние. И очень интересная композиция получилась. Так что неплохо. При этом мне удалось очистить колечки для вставки швенц от смолы, которая протекла. И это при этом абсолютно незаметно и аккуратно выглядит. Все-таки для первой заливки таких форм это вполне неплохо получилось. И результат довольно-таки хороший. Я очень долго искала швензы для этих сережек, поскольку обычные швензы, самые стандартные крючки, как мне показалось, не очень хорошо подходят. Но я нашла у себя в итоге вот такие швензы. Это, по-моему, называется французский замок. Вот такой вот. То есть сережки не упадут с ушей, и они будут хорошо держаться. При этом этим швензам не требуется никаких дополнительных соединительных элементов в виде колечек. Они просто легко одеваются на сережку и будут висеть на ухе ровно, как бы параллельно уху, что будет достаточно красиво смотреться. Так что для себя я сделала вывод, что именно эти швензы подойдут к этим сережкам идеально. И я вам продемонстрирую, как это смотрится в ухе. По-моему, очень симпатично и очень красиво. По крайней мере, я довольна и считаю, что вот с этими швензами эти сережки смотрятся хорошо. И на этой ноте заканчиваю это видео. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть на мои результаты работы с эпоксидной смолой, а также на мои раскрашенные и нарисованные работы. Пишите в комментариях, что вам понравилось больше всего. И увидимся с вами в следующем видео. Пока!